Сегодня мы поговорим о управлении инвестициями. Необходимо умение ждать. Если у тебя лишний вес, то ты бедный. То есть можно выйти на любой круг, толку от этого, да, где смысл? Это может быть сейчас, конечно, я зря скажу, ты обязан общаться, да, то есть, хотя я это очень не люблю, надо зажечь своего клиента, да. А без энергии, без эмоций это тяжело. Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о управлении инвестициями, о том, какими качествами должен обладать хороший инвестор и о том, как привлечь чужой капитал к себе на управление, нам расскажет инвестиционный директор компании Black Sheep Capital, а также ее основатель Максим Корецкий. Поехали! Привет, Максим! Приветствую! Я думаю, многие подписчики тебя уже знают, но все же расскажи более подробно, чем занимаешься. Помогаем инвестировать свободный капитал для того, чтобы сделать пассивный доход для человека. Основные инструменты наших инвестиций, объекты, да, это ценные бумаги, акции, банды, реже недвижимость и драгоценные металлы. Да. Опять-таки, это в большей степени банковские металлы, фьючерсы на них, то есть не в живом виде, а опять-таки в виде ценных бумаг. Из акций, из долей в компании мы предпочитаем американский рынок, реже европейские рынки, так как на них гораздо выше защита прав собственности. Большинство наших зрителей, твоя позиция сейчас для них, ну как сейчас модно говорить, точка Б. Они хотят добиться того же результата, как и ты. Как ты считаешь, какие навыки способствовали тому, что ты добился этих результатов? Навыки, какие-то ситуации, случаи, знания? Ну на самом деле, да, здесь что можно сказать? У меня так вышло, что я с 20 лет работаю в этой сфере, ничего другого делать не умею, поэтому сказать, что есть какие-то навыки, знания, да, которые именно они, там, определенный список из 3-5, да, то есть прежде всего это анализ и прогноз, умение ждать. Да, потому что многие люди, особенно в нашей стране, инвестируют исключительно основываясь на эмоциях. Особенно показывают как бы это популярность инвестиций в биткоин, допустим, или в стартапы. И у многих не развит по отношению к инвестициям анализ и прогноз. А также ты можешь инвестировать в очень классный актив, хороший класс активов, да, при этом выбрав неудачное время. Поэтому необходимо умение ждать, да, то есть надо понимать свой актив, надо понимать, почему ты в него инвестируешь, сделать анализ, спрогнозировать его будущую стоимость и после этого дождаться времени, где будет нормальная цена на этот актив. Я не говорю, чтобы она была там дешевая, да, это идеальная ситуация, но как правило, особенно инвесторы, которые делают первые свои инвестиции, да и не только они, профессионалы часто, поддаются хайпу, поддаются моде, поддаются резкому росту цен на какой-либо из классов активов и входят на пике цены или около пика. Как правило, люди действуют на основе жадности и страха. Очень простые две вещи, которые мы все прекрасно знаем. Когда активы стоят дешево, это обычно бывает в период кризиса. Все боятся инвестировать, потому что до этого было резкое снижение цен. И после этого людьми руководит страх, что будет падать и дальше, будет падать вечно. Да? А именно в этот момент, как говорит один из основателей крупного взаимного фонда Джон Темплтон, инвестировать нужно тогда, когда на улицах льется кровь. То есть, как я понял, в Украине сейчас идеальная ситуация для инвестиций. Смотря во что. Допустим, недвижимость,
очень часто все еще, на наш взгляд, переоценено. Но в принципе я вам скажу, что мы не особые профессионалы по инвестициям именно в Украине, потому что для наших клиентов важна именно территориальная диверсификация. Смысл в чем? Что если наш человек зарабатывает деньги здесь, и что-то происходит с его бизнесом в Украине, важно, чтобы его пассивные инвестиции, да, то есть они остались, они приносили доход в этой ситуации. А если они опять-таки расположены здесь, то кризис перекроет денежный поток как на основной бизнес клиента, так и на его пассивные инвестиции. То есть в целом мы профессионалы по инвестициям за рубеж. Давай все же вернемся к навыкам умения ждать. Умение ждать, анализ, прогноз и всегда осуществлять сделки, основываясь на неэмоциональном подходе. Если у тебя бьют эмоции по поводу этого актива, очень часто это будет инвестиция на пике стоимости. Все, что касается денег, эмоции очень опасны. Это путь к 100% потере. Сейчас очень много бизнес-обучения, много литературы, и много молодых предпринимателей ищут вот для себя золотые там какие-то правила успеха, там что нужно делать. Есть, ну я выписал несколько набор из того, что рекомендуют практически все. Вот некий вопрос. Делаешь ты это или нет, и как ты к этому относишься? Давай я попробуем. буду по очереди. Просыпаешься рано каждый день? Просыпаюсь. Во сколько? С 5 до 6 где-то так. Стараешься ли всегда позитивно мыслить, даже когда там провал? Однозначно, однозначно. Позитивно это такая тонкая история, да. Необходимо мыслить целесообразно. Один энтузиазм, позитив — это эмоция, на базе которой можно потерять много денег. Прописываешь ли себе там каждый год, месяц, 10 лет цели или какие-то вот желания Да, свои? я скажу тебе, что просто вышло так, что мой первый руководитель, с чего мы начали работу с ним, он показал мне свой 50-летний план. 50-летний план, да, и от него уже такими крупными мазками, там, план на 30 лет, 20, 10, 5, 3 год. Просто так вышло, что в 20 лет я попал в Barclays Bank, Barclays Investment Bank, Wealth Management, и там люди работали с крупными английскими состояниями. Да. Смысл в том, что семья видит вектор, человек видит вектор своего развития, и благодаря этому жизнь становится гораздо более осознанной. По поводу плана, который на 50 лет, у тебя тоже есть план на 50 лет? Конечно, На четко 50? прописаны, да. По поводу вот этого всего плана все советуют визуализировать, мечтать, там что-то представлять. Делаешь ли ты такие какие-то либо упражнения? Делаю. И ежедневные ритуалы какие-то там, медитации, упражнения какие-то, спорт, что-то подобное, чем занимаешься? Спорт и там несколько достаточно простых медитаций, где-то аутотренинг. В принципе, для меня это вот как гигиена, я не знаю. То есть я не считаю, что это что-то такое прям волшебное, да, но просто привык так мыслить, что, ну, допустим, в Англии четко есть понимание, если у тебя лишний вес, то ты бедный. Если ты не умеешь контролировать свои эмоции, то ты бедный. То есть человек, который не следит за своим здоровьем, богатым быть не может. Человек, который проявляет эмоции, может гробить или ударить другого человека, он не может выстроить грамотную карьеру, достичь высот. А вообще сколько у тебя времени это занимает в день? Ну, какое у тебя полотно дня? То есть там работа 5 часов,
Там спорт 3 часа или... Нет, спорт это час. Если мы говорим о медитациях, это от 20 до 40 минут в день. То есть я считаю, что надо жить, надо действовать и так далее. И надо не впадать в крайности. Да? Ну, я пробовал, но в принципе фокус уходит. По поводу окружения. Многие говорят, что успешного человека делает окружение. Да. Где ты брал свое окружение и как ты его пополняешь или не пополняешь? Как ты этим занимаешься целенаправленно, либо все как происходит? Но я еще считаю, это ну, как бы однозначная вещь, да, то есть бесспорная, необходимая, на мой взгляд, да, то, что я выделил для себя. Люди, в круг которых ты хочешь попасть, это первое, да, и та как команда, которая тебя толкает наверх в этот круг. И те, и другие очень важны для твоего беспрерывного движения к своим целям. Что бы ты посоветовал, вот скажем так, тех людей, которые вот начинают сейчас, им, конечно, интересен круг общения там, гораздо выше их социальным статусом и так далее. Где им искать вот такие контакты? И чем им быть полезными людям, ну, которым они, скорее всего, пока не очень интересны? Ну, опять-таки, да, то есть есть много в этой стране клубов, много тусовок. В принципе, если ты хочешь на кого-то выйти, да, важна, я бы сказал, такая целеустремленность, веселая наглость где-то, да, смелость. Ты четко прописанные цели, с четким пониманием, конечно же, чем ты можешь быть полезен, что ты можешь дать этому человеку, что ты можешь дать ему, да. То есть не важно, что он может дать, что ты можешь дать этой жизни, что ты можешь дать этому миру, какую ценность ты несешь, да. Но если ты этого не понимаешь, то это общение бессмысленно. То есть можно выйти на любой круг, толку от этого, да, где смысл. Если ты понимаешь, что у тебя есть там жизненная цель, у тебя есть бизнес, который ты любишь, веришь в него, что это хорошо, вкладываешь в него силы, энергию, да, тогда тебе всегда есть что сказать. Тебе всегда есть чем быть полезным тем людям, в чей круг ты хочешь попасть. Иначе тебе этот круг просто не нужен. А можешь привести тогда пример, когда к тебе последний раз так приходили и чем заинтересовали? Ну, на самом деле, таких примеров масса. Ну, это может быть сейчас, конечно, я зря скажу. Мне написал в Фейсбуке мальчик, 16 лет, написал четко структурированное письмо, что он хочет расти в моей сфере, что я ему посоветую, какие книги, с чего начать и так далее. Да. Я ответил, он еще раз спросил, как бы идет какой-то диалог. Да. Почему? Потому что, допустим, в Англии, в Штатах к богатым людям или успешным людям, или те, которые себя реализовали в той сфере, в которую ты хочешь попасть, к ним приходят не попросить в долг, да, а узнать совет, узнать мнение, пощупать, понять их видение по тому или другому вопросу. Ну, еще один философский вопрос. Сейчас можно везде услышать о том, что обучение классическое, оно не имеет смысла. Но ты учился в лондонской бизнес-школе, в Стэнфорд, Ель, курсы и так далее. Курсы, да. Как да. считаешь? Я еще закончил Академию банковского дела при Нацбанке с красным дипломом, поэтому, конечно же, считаю, что учиться стоит, да, хотя бы, чтобы привить этот навык. Что учиться надо постоянно, постигать новые знания, новые навыки, потому что, допустим, наша сфера, она подразумевает под собой широкий набор знаний в различных сферах, да, и экономика, и психология, и политика, и ноу-хау, и так далее, да, то есть и ты обязан постоянно учиться, обязан постоянно читать, чтобы быть хотя бы по чуть-чуть, но в курсе тех или иных вещей, чтобы из разрозненных кусков сделать какую-то
картину, которую ты можешь понять и видеть в этом что-то, да, что может тебе помочь достичь твоих целей. Образование нужно. У меня все ребята, которые приходят к нам в анализ, они все получают CFA, то есть это стандартизированное американское образование для аналитиков, да, дают достаточно сложный экзамен, как минимум один курс, по-хорошему их 3 ступени CFA. То есть, ну и в принципе я считаю, что неважно, это формальное образование, это курсы, да, то есть на этот процесс в нашем мире или ты учишься и идешь вперед, или ты исчезнешь с карты своего успеха, скажем так. Ты долгое время работал в банке, а потом решил заниматься сам, управлять инвестициями. Как ты к этому пришел и как пришло вот это решение, что я буду работать сам? Этот процесс шел по этапам. Я не сразу заработал сам. Сначала мы ушли с коллегами, сделали общий бизнес, да, потом у меня был партнер долгое время, потом я решил работать сам. Почему ушел из банка, это такая тонкая история, да. Когда ты работаешь в мощной структуре, ты понимаешь, что ты находишься на своем месте, что ты делаешь планы, тобой довольны, у тебя хорошая ставка, классные бонусы, ты привязан к результатам своей работы, ты делаешь то, о чем мечтал, да, у тебя хорошие перспективы роста здесь, либо в организациях подобной той, в которой ты работаешь. Я мог попасть на работу в Goldman Sachs в Нью-Йорке, это самый известный инвестбанк, и мне очень хотелось, это была моя мечта, но в какой-то момент, когда мне сказали «иди», да, уже был свой бизнес, и уже ты понял, что нет, да. То есть, работая в банке, в любой крупной корпорации, ты прежде всего как бы винтик в механизме, выстроенном не тобой. Но я очень быстро понял за там 3-4 года, что никогда ты не поймешь эту систему в целом. Не то чтобы не поймешь, не будешь занимать там значимое место. Да? Я как бы понял одну простую вещь, что я не хочу работать в инвестбанке, в инвестфонде, я хочу строить свое. Пускай это будет долго, пускай это будет там 10 лет, 15 лет, 20, 50. Но если твоя работа тебе нравится, то есть если есть огонь, если есть желание, если есть такая веселая наглость, смелость, да, и видение того, что ты можешь, вера в себя, в свои силы, тогда стоит это делать. Тебе очень интересно, мне, по крайней мере, было, как же я смогу работать без волшебной визитки с волшебным брендом, которые открывают все двери. И вот тут уже выясняется, кто ты на самом деле, да? Какой твой личный бренд, какие твои знания и чего стоишь именно ты. Я думаю, вначале ты искал себе клиентов для того, чтобы где-то взять капитал, которым управлять. Сейчас все в тренде, всех маркетинг. Как ты это делал? Да, по сути, на самом деле, что-то тогда, что-то сейчас, это в нашем бизнесе это только рекомендации, да, то есть от клиента к клиенту, от партнера к клиенту, от коллеги к клиенту и так далее, да. Да, мне не рассказывают, что работает Facebook, работают соцсети и так далее, но у меня не было еще таких клиентов, которые бы зашли исключительно через соцсети. Да, было такое, что люди когда-то мы общались где-то на какой-то тусовке, на каком-то
нетворкинге, и потом они меня увидели в соцсети, написали, типа, Максим, мы же тогда общались там и так далее. Если ты хочешь быть успешным в плане того, что продавать свои услуги успешно, да, то ты обязан общаться, да, то есть, хотя я это очень не люблю, да, то есть где-то в плане там запинок в речи там и так далее, да, мне там стыдно, еще что-то, да, но при этом ты понимаешь, что если ты этого делать не будешь, шансов нет. В твоем интервью я услышал такую фразу, как «у нас рыночная экономика, здесь гарантий нет». Конечно. Вопрос, как тогда ты с клиентами общаешься, если совсем никаких гарантий, или они у тебя их не просят? Не, вещь какая, то есть гарантия может быть одна, на мой взгляд, твоя порядочность, да, там, порядочность как компании, порядочность бренда, да, что ты не украдешь деньги своего клиента, не обманешь его, не дашь ему то, что невыгодно заранее. Да? Вот в этих случаях, понятно, обязана быть гарантия, обязаны быть договора. Те, кто ищет гарантированную доходность в этом мире, это иллюзия. Тот, кто говорит «я гарантирую», даже там, я не знаю, там 2% годовых или там 5% годовых, это ложь. Ты можешь гарантировать возврат инвестиций только своим депозитом, я не знаю, в UBS, в Credit Suisse, в Barclays. Говорить, что в этом мире есть гарантии вложения, об этом не говорят нигде, ни в Штатах, ни в Англии, никакой мировой инвестбанк, никто, да, то есть об этом могут говорить в маленьких банках в Украине, где председатель правления может сесть и, глядя в глаза, сказать «я гарантирую». Да? Но потом, если ты начнешь читать договор, ты увидишь ряд форс-мажоров, исключений и так далее. Потому что платить высокий процент с гарантией, ну, такого нет в рыночной экономике. Это такое может быть в какой-то там административно-командном строе, да, где вот сказали, будет вот так. И пока этот строй есть, он будет вот так. Вот. А как вообще стать твоим клиентом? Какие критерии у тебя там к подходу клиента? То есть от какой суммы начинаешь работать? В принципе, как компания начинает работать от 50 тысяч долларов. Средний клиент это где-то 1-2 миллиона. Вот как-то так, да, потому что сейчас есть абсолютно легальная возможность вывести физическому лицу, который уплатил с этой суммы налог, да, вывести, положить на счет к брокеру. Как вы вообще выстраиваете стратегию внутри вашей компании, то есть инвестиционную? Или у вас в каждом случае она отдельная? Ну, на самом деле нет. Понятно, что ты видишь, какие именно классы актива в этот момент наиболее интересны. Основная вещь — это понять, играет ли музыка сейчас, да? То есть будет ли рост, не попали ли мы в рецессию, не попали ли мы в кризис. Да? А по поводу вот вашей стратегии, у вас на сайте написано, что эмоции, ну, скажем так, косвенно написано, что эмоции, они плохо влияют на результат. Однозначно. Если взять там большинство каких-то там мировых там, предпринимателей, еще кого-то, они обычно эмоционально заряжены всегда, у них всегда всплески вверх-вниз. Это другое. То есть мы говорим, что в принятии инвестиционных решений эмоции — это плохо. Да, это однозначно. То есть потому что анализ, сделанный на эмоциональном фоне, он всегда будет выбирать те факты, которые тебе больше нравятся. То есть очень часто человек как бы интуитивно уже решение принял, что я инвестирую, вкладываю деньги в тот
или иной актив, а потом уже, как бы делая анализ, подгоняет факты, выбирает себе те факты, которые подходят под его решение. Да? А если идти наоборот, от анализа, да, а потом уже с пониманием того, что есть анализ, да, ты основываешься не на эмоции, то есть ты уже имеешь базу фактов, и на ее фоне уже ты можешь понять, нравится тебе это или не нравится. Да? А любой предприниматель, который продает продукт, ему надо зажечь своего клиента. Да? А без энергии, без эмоций это тяжело. А по поводу вот оценки инвестиций, я много где у тебя видел, что вы часто обращаете внимание большое на то, сколько компания тратит на развитие и на инновации. Ну, это однозначно, да, потому что в нашем мире без этого не могут существовать и развиваться динамично даже как компании из каких-то очень традиционных отраслей, как экономики. Вот у бренда нету драйва, да, вот как мы говорим, они не понимают новые ценности, да, то даже компания из такого традиционного сектора может резко терять свою стоимость. Не говоря уже о там Apple или Google или компаниях, которые или банках, да, где природа их бизнеса — это постоянные инновации, да, то есть постоянное движение. Да, поэтому понятное дело. Другое дело, если очень много тратиться на R&D и рекламу, да, это тоже не есть хорошо. Баланс важен. По поводу оценки происходящего, то есть, насколько я понимаю, самое ключевое у вас в работе — это спрогнозировать поведение актива какого-то. Вы это делаете на основе какой-то информации. Эта информация есть в общественном доступе, или вы ее берете где-то вот там, не знаю, там внутренняя информация, какие-то там инсайдерские фишки, или как вы вообще с этим работаете? Такого нет у нас на самом деле, да, то есть Bloomberg, есть пресса, есть очень много новостных сайтов. В мире масса информации, особенно это касается публичных компаний, либо рынка недвижимости, да, то есть в мире. Да. Поэтому инсайт — это такое уже, это иллюзия из фильмов, точно не к нам. Другое дело, что сейчас очень важно уметь сортировать данные и находить то, что убирать шум, убирать пыль. И это очень нелегко, да, потому что информационного шума очень много. Тебе надо из разрозненных фактов склеить картину в целом. Картину будущего этого актива. Да? Ее еще нету, она еще не нарисована. Тебе надо смотреть на все поле, искать те звенья, которые могут показать тебе, почему эта компания или этот актив в целом вырастет в будущем. Да? Вот в чем суть. Какие для тебя критерии идеальной инвестиции? Ликвидность, да, это очень важно, да, то есть понимание четких триггеров роста, да, то есть если ты понимаешь, почему этот актив вырастет, да, то есть и чем эти триггеры, факторы более понятны, логичны, прозрачны, да, тем проще работать с этим активом, потому что даже если он падает в цене, то ты рад этому, потому что ты можешь докупить хороший актив по более низким ценам. А сколько вообще вот в среднем ваш клиент, ну, между входом и выходом, какая разница, год, 2, 3, месяц? 3 года это минимум. Инвестиции почти в любой класс
активов, неважно, это там equity, часть в бизнесе, это акции или доля в как компании, там, в ООО, там, да. Если мы говорим о бизнесе, то ему необходимо время, чтобы вырасти, чтобы сработали факторы роста, почему ты именно в него вкладывал свои инвестиции, в него вкладывал свои деньги, да, и это минимум 3 года. То есть понятно, что ты можешь в том или ином активе находиться гораздо меньше, да, но риск снижается с увеличением срока инвестирования. И инвестиции в акции на 20 лет – это доказанный факт, почти не несут в себе рисков. А вот ты еще застал время, когда информация шла чуть-чуть медленнее, чем сейчас. Мне кажется, сейчас ускорение информации, Конечно, там, однозначно. донесение. Сокращает ли это цикл поведения компании? Думаю, нет. Нет? То есть все остается так же. А как вообще попасть к тебе на работу, чтобы набраться опыта? Ну или там построить карьеру? На самом деле мы сейчас набираем штат по аналитикам, расширяем его. Основная вещь, где мы ищем ребят, это конкурс CFA. Выпускники экономических вузов, либо там 3-й, 4-й, 5-й курс, которые участвуют в этом конкурсе, мы смотрим на них. Да? Если у человека есть желание, опыт, знания и так далее, можно писать и так далее. На сайте, в Фейсбуке? Есть в CFA у нас вакансии наши на сайте CFA, есть вакансии у нас на сайте email, можно выслать CV, как бы однозначно мы все смотрим и так далее. По поводу твоего Фейсбука, как раз в нем недавно увидел статью о том, что нас ждет в ближайшее время еще один финансовый кризис. В ближайшее время это опять-таки никто этого не знает. И рынок вот сегодня растет, снова растет, поэтому как бы сказать, что кто-то знает, есть триггеры, да, которые показывают, что такое развитие все вероятнее. Наш бизнес — это игра вероятностей. Да. Ты всегда мыслишь долгосрочными перспективами. Чтобы быть в тренде через 5 лет, чем надо заниматься? Все, что связано с набором данных, да, анализом, все, что связано с IT, это в таком очень широком смысле, да, то есть технологический процесс, он важен, и в нем будет много новых рабочих мест. Вопрос, что много профессий как были, так как будут, но многие исчезнут. Самый важный навык здесь — это гибкость, умение учиться, умение искать свою ценность в этом мире. И по традиции в конце каждого выпуска наш герой дарит вам подарок. Что это будет? Час моего времени, где я отвечу на вопросы по своей теме. Ну что ж, друзья, час времени — это очень дорого, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки и обязательно пишите в комментариях ответ на вопрос: во сколько просыпается Максим. До новых встреч!